Лена, первое, что бросается в глаза при знакомстве с группой, это большое количество твоих очень качественных фотографий. Ты занимаешься профессиональным модельным еще делом или что это? Это такая интересная деятельность у меня произошла. Для многих не секрет, что я профессионально занимаюсь волосами и макияжем уже очень-очень много лет. Это моя работа, 12 лет уже. Я стала все больше и больше углубляться лет 7 назад, наверное, и работать в основном с фотографами. Я работала с моделями, и вдруг меня стали тоже приглашать на съемки и говорили: слушай, ну, сделай себе вот что-нибудь такое необычное, я тебя сфотографирую. Вот ты яркая, посмотрим, что получится. Я вошла во вкус, мне понравилось, у меня очень много идей всегда для фотографий, всегда очень легко нахожу общий язык с фотографами. И потихонечку это как-то так превратилось и не знаю, в свое... Я не знаю, это для меня как будто еще одно русло для моего творчества. Мне очень это нравится, наполняет меня энергией позитивной. И, не знаю, могу как будто себя выразить через фотографии и через свои образы, которые я делаю сама для своих фотографий. Это работа или хобби? Это хобби. Она все больше и больше набирает обороты, больше спроса, и вот многие журналы интересуются, и когда речь заходит о группе, или наоборот, когда речь заходит о моделях, пишут о группе, и наоборот, и, то есть это взаимосвязано как-то, и вот так вот в тандеме это вот пошло как-то вместе. Поэтому я не могу это даже разделять уже. Если я правильно понял, ты даже была на фотосессии в Лас-Вегасе. Да, я очень много путешествую, помимо туровых путешествий с группой я путешествую и одна, как модель и как мейкап-артист. Очень много с большими группами фотографов либо моделей. И на показах, на каких-то, или просто для фотосессий. А вот в фотомодельном деле там есть какие-то разделения? Вот, допустим, в металле есть там дескор, металкор, а в фотографии есть что-нибудь похожее? Я не знаю, если честно, мне все равно, потому что пытались некоторые фотографы мне говорить, типа, а давай сделаем вот в таком стиле или в таком стиле. Потом они поняли, что со мной диктовать невозможно, и либо они меня принимают такую креативную, какая я есть, и им это нравится, либо они просто прекращают со мной работать. И я это делаю просто для себя, так как это еще и стало популярным, и это людям нравится, то почему бы и нет? Вот я так это вижу. Это своего рода моя креативность, можно так сказать. Хорошо, а не может такое быть, что что-то кого-то передавит? Или твоя игра в банде, или твоя карьера модели? Нет, ни в коем случае, потому что, как я говорила, они идут в тандеме, и наоборот, одно другое помогает. К сожалению, в нашем мире, особенно те группы, которые самостоятельны, которые не имеют продюсеров или менеджеров, и людей, которые будут заниматься пиаром группы, ты делаешь все сам. И я считаю, что у меня получилось своего рода пиар для группы самостоятельно, через такое русло, которое мне даже еще и нравится. Тогда почему бы и нет? Как давно ты позиционируешь себя как профессиональный музыкант? Я до сих пор не позиционирую, если честно, потому что я постоянно стараюсь учиться, я постоянно стараюсь расти. Я никогда не занималась музыкой до Infected Rain, и для меня это было большим открытием. И когда я стала развивать свой вокал и свои музыкальные способности, каждый день я для себя открывала новый мир, и до сих пор открываю. Прошло 7 лет, и я до сих пор учусь, я вам скажу честно, я хожу на уроки, я ни для кого не секрет, кто следит за группой Infected Rain, кто следит за мной, знает, что я ученица Мелиссы Кросс, знаменитой. Я ей очень-очень сильно благодарна, она вдохновляет, она помогает, и она внушает очень много самоуверенности и очень много позитивной энергии. Насколько я понял, это вокал? Да, это вокал. Это экстремальный вокал или это экстремальный вокал, но это учитель, который занимается не только экстремальным вокалом, она любит называть свой курс Zen of Screaming, Speaking and Singing. То есть даже она преподает даже учителям, актерам и многим людям, которым приходится просто очень много разговаривать.
Потому что даже мы не задумываемся, но на самом деле мы иногда неправильно даже разговариваем. Я в этом уверен. Наверняка ты тоже, может быть, в своей карьере сталкивался с тем, что в конце, не знаю, какого-то вечера, либо после какого-то интервью у тебя как будто сел голос. Ну, есть такое. Реже встречается у мужчин, но такое есть, имеет место быть. Смотри, я когда спросил про быть профессиональным музыкантом, я имею в виду не то, на каком уровне ты владеешь голосом, там какой-то музыкант, а имеется в виду профессионалы в моем мире, это те, для которых это основная работа. В этом плане спрашиваю. Во-первых, хочу поправить, Infected Rain и моя группа это не работа. То есть, и это ключевое слово в данном случае. Мы получаем огромное удовольствие от этого. Да, мы работаем физически, морально, очень много вкладываем денег, времени, нервов, все есть. Но мы воспринимаем, все 5 участников группы, мы воспринимаем Infected Rain как своего ребенка. То есть это ребенок, который вот родился, сделал первые шаги, падал, бегал, начал разговаривать, и вот так вот по чуть-чуть мы пытаемся вырасти вот этого ребенка. А вот расскажи про решение. Вот у тебя, наверное, была какая-то твоя обычная жизнь, ты там чему-то училась, где-то работала, а потом ты в какой-то момент решила, я буду профессиональным музыкантом, все, до свидания. Как я и говорила еще раз, наша группа самостоятельна, поэтому практически все наши музыканты работают. Также и я работаю, как я и говорила, занимаюсь макияжем и волосами, модельное агентство, с какими-то модельными агентствами сотрудничаю. Это все определенный заработок, который мы стараемся вкладывать вот в этого нашего ребенка. Вот. Потому что без этого, к сожалению, никуда. И вот так. Когда я решила, что я на первом же концерте, то есть группа собралась на самом деле с шутки, просто, а давай попробуем сделать пару каверов. А на тот случай был гитарист Видик и диджей Капа, который у нас был в группе в первые 2 года существования Infected Rain. И вот они настояли на том, чтобы я попробовала спеть пару каверов с ними. Даже зная, что они очень-очень мои давние друзья, и они знали, что у меня никакого абсолютно музыкального образования, просто решили попробовать. И диджей Капа, кстати, это он был именно тем человеком, который сказал: Ленка, у тебя прикольно получается, я думаю, что тебе стоит пойти обратиться к учителю и развиваться, потому что, по-моему, очень классно получается. И вот он зажег тогда во мне этот огонек, я ему благодарна до сих пор, потому что, может быть, все равно к этому бы пришло, но он мне внушил тоже доверие, и я собралась с мыслями, я нашла очень хорошего учителя, с которым работала 3 года подряд, почти каждый день. Вот, она меня взяла с азов, и как маленького ребенка, то есть действительно водила за ручку по всем этапам вот этого мира, который для меня был просто чернотой для начала. И скажу честно, первый наш концерт был, группа Infected Rain был через 5 месяцев, как мы уже собрались. И мы сыграли всего лишь пару песен в открытии группы Hate. Очень классная группа, кстати. Когда еще была на сцене, я поняла, что я рождена для этого. И когда я рассказала моей маме, что вот, мам, знаешь, я все-таки буду заниматься, я хочу, и она говорит: да я знала, что рано или поздно ты пойдешь на сцену, потому что твое место на сцене, ты родилась под аплодисменты, и это правда, но это такой маленький секрет, об этом никто не знает, но моя мама верит в то, что так как меня аплодировали во время родов, то я рождена для этого. И раз моя мама в меня верит, то я доверяю ей. Смотри, у вас, в принципе, достаточно стабильный состав, можно сказать. У вас ушло, по-моему, 3 участника всего с самого начала вашей работы. Они ушли, потому что поменяли место жительства. То есть... А как вы это добиваетесь? Мне кажется, это основной бич маленьких банд. Это нелегко, потому что, опять же, как в любой семье, бывают и ссоры, и стычки, и разногласия. Но надо уметь, как в любой семье. Просто есть определенные
нюанс. Мы друг друга очень сильно любим. Ну, наверное, вот это. Очень сильно просто. И хотя бывало, что мы друг друга их посылали и обижались, не разговаривали несколько дней. Друг о друге знаем все секреты. Как они любят меня называть, я свой пацан, и поэтому все прикольно. Смотри, а вот в группах, где играют девушки, вы проводите очень много времени вместе. Вы, в принципе, практически самые близкие люди, вы как родственники. А вот если говорить о отношениях между участниками в группе, где есть девушка, это возможно или это просто путь к развалу банды? Я не знаю, как ответить на твой вопрос, потому что люди настолько разные, также разные отношения. Поэтому, наверное, нельзя ставить ярлыки на людей и говорить, что это правильно или неправильно, потому что наверняка есть очень много групп, где есть пары, наверняка есть очень много групп, где эти пары... Ты знаешь такую хоть одну? Я нет. Ну, я тоже не знаю, но я просто, наверное, не в курсе, потому что групп очень много, невозможно знать всех. Но я скажу так, я не буду ставить ярлыки, я не могу сказать и нет, и не да. Может быть, даже работа в тандеме, наоборот, к чему-то приводит более интересному. Я не знаю, как ответить на твой вопрос. Расскажи немножко про задумку этого тура и почему он называется Unbreakable. Хорошо, расскажу. Ты первый, кстати, человек, который об этом спросил. Даже в интернете никто не задался таким вопросом, хотя обычно это первое, что спрашивают. Дело в том, что из-за моих путешествий, также нашего второго гитариста Сережи, группа, как многие обратили внимание, остановила концертную деятельность примерно на полгода. То есть выходили видеоклипы, были новые материалы, но концертную именно деятельность мы не турили 6 месяцев. Это произошло из-за наших отъездов, переездов, которые нужны были тоже для группы. Когда был этот период, было очень сложно, потому что, конечно же, даже если мы на многие комментарии и письма не отвечаем, но мы их читаем практически все. И очень многие писали: вы распались, что случилось? То есть все, группа Infected Rain не существует больше, что-то там не то. То есть все начали кидаться догадками. Хотя, как я еще раз говорю, всего лишь концертная деятельность остановилась. Мы выпустили 2 видеоклипа за этот год. Также мы работали над хоум-видео. Это тоже не очень легко, потому что, как я опять говорила, мы все делаем сами. У меня мальчики монтируют, я перевожу. То есть это такая групповая работа, долгая, нудная, которая тоже требует своего времени. Вот. И когда мы уже решили, что мы поедем в тур, это, конечно же, решается минимум за 3 месяца до тура, надо было придумать название. Это моя идея, идей было много, но вот Unbreakable, потому что ничто не сломает нас. Вот. То есть, я скажу честно, и тебе, кто бы там не смотрел, я скажу честно, никто из вас ни с какими словами, комментариями или догадками не сломает группу Infected Rain. Что бы ни случилось, только, наверное, какой-то, я не знаю, метеорит, если придет на Землю, может сломать группу Infected Rain. Потому что мы в это очень хорошо верим и очень крепко держимся друг за друга и целенаправленно идем вперед, несмотря ни на что. Для банды европейского уровня, в принципе, вы могли бы сделать себе гораздо больше европейскую часть и дать один концертик молодой, символический. То есть чисто из вопросов финансовой выгоды. Зачем тогда вам приезжать в Украину? Ой, а мы не разделяем. Я вам скажу такой момент. Во-первых, я очень сильно люблю Украину. Мы такая маленькая страна на границе с вами и на границе с Румынией. И лично мое мнение, вы как наши братья, и румыны, и вы. Может быть, кому-то это не понравится, но вот я вот так вот считаю. И мы начинали, Infected Rain начинала с того, что начала турить по Украине. Для меня Украина это как родной дом, скажу честно, потому что в Румынию когда-то даже очень было сложно уезжать, нужны были визы, очень много документов, нервотрепки, и начиналось все с Украины. Первые города, в которых мы выезжали, это была Одесса, это
мы в Одессе, наверное, уже везде выступали. Фестивали. Ну, Украина нас, не знаю, постоянно ждала с открытыми объятиями, и мы с удовольствием всегда сюда возвращаемся, честно. Мы очень давно тут не выступали, и я, как я написала на своем последнем посте, где я запостила 3 города, которые у нас в этом туре украинском, с удовольствием возвращаемся и с удовольствием тут играем, и очень соскучились, очень сильно. Вот. И это скажет любой вам из группы, не только я. Можно сказать, что вы достаточно уверенная такая европейская банда. Какой у вас следующий этап, следующая ступенька в развитии вашей группы? Как ты себя видишь? Ну, помимо записей новых песен, альбома, клипов, то есть то, что мы постоянно до сих пор так и делали, честно вам скажу, есть в планах сделать тур в Штатах, потому что мы там еще никогда не играли, мы уже проездили практически всю Европу, практически, не везде, но поэтому мы хотим, нас там тоже очень сильно ждут. Несмотря на то, что мы там ни разу не выступали, они лидируют и по просмотрам, и по заявкам, и по письмам, особенно Латинская Америка почему-то. Они очень такие металюги еще те. Они, оказывается, любят металл, я даже не знала. Я там, честно, ни разу даже сама просто не была. Вот у нас есть... В чем задержка? Или... Нет задержки, мы вот... Ну, задержка, конечно же, в огромных километрах и просто слишком далеко. И чтобы туда поехать, надо хорошо, красиво организовать все так, чтобы, по крайней мере, сделать хотя бы определенные, не знаю, определенные концерты, чтобы не поехать ради 1 или 2 концертов. Вот, ну как-то вот так вот логично. Ну, а по визам там это трудно или нет, или еще неизвестно, насколько реально все? Все зависит. В принципе, не трудно. В принципе, не трудно. Все как-то, не знаю, кому-то очень сложно, кому-то нет. Мне было очень легко с визой. У меня вот есть виза на 10 лет. Мне было очень легко. И у нас, на самом деле, у половины группы есть виза, на самом деле. Но, как я говорила, это всего лишь бюрократия, это всего лишь документы, через которых их нужно пройти. На самом деле не это самая большая проблема. Самая большая проблема — это взять и организоваться. Просто американцы, они слегка другого типа народа, они не на таком энтузиазме работают просто чистым, как у нас. У них все должно быть организовано слегка иначе, поэтому вот еще пытаемся вникнуть и понять их систему. То есть там должно быть все выгодно, правильно? Выгодно для всех, кто как я участвует. понимаю, да. То есть если группа может закрыть глаза на какие-то определенные, пойти на многие жертвы, то всякие организаторы и клубы на это не идут. Как вот, например, как они любят говорить, Eastern European people, вся вот эта зона Европы, включая Румынию, Молдавию, Украину, я не знаю, Польша, Чехия, они очень часто берут на себя большой риск, даже если группа не очень известна. В Америке такого нет. Поэтому, вот если ответить на твой вопрос, наверное, это будет правильный ответ. Смотри, а если говорить о выгоде, вот для профессиональных банд какие есть источники дохода? Потому что, на самом деле, я думаю, молодые банды даже не представляют, где можно заработать и сколько реально можно заработать. Это вообще не секрет. Вся информация на самом деле находится в интернете. Ключевой, наверное, я даже не знаю. Источник? Источник, да. Я благодарна безумно интернету. Когда-то давно, когда даже я была в школе еще, я слушала всего лишь радио. То есть у меня не было интернета, не было компьютера. Проводное, наверное. Да, такое вот радио. Я была большим фанатом нашего радио. Просто. Но это было все, что можно было достать на тот момент. Интернет очень сильно помогает. Если я должна дать совет начинающим бандам или уже далеко не начинающим бандам, но тем, которые чуть-чуть заблудились и не знают, что же сделать, как же себя показать, что же я советую интернет. К сожалению или к лучшему, но интернет помогает очень сильно. Он помогает в рекламе, он помогает в пиаре, он помогает в продажах.
Вот если говорить о доходе, о который ты спросил ранее, самый небольшой, конечно, он идет очень медленно, но самый стабильный доход идет с сайта iTunes, с сайта eBay, с таких сайтов, где Продается есть, музыка. да, любые радиосайты, где продается музыка, и сейчас это очень-очень легко зарегистрироваться. Хорошо, а ничего реклама на для этого не Ютубе? нужно. Нет? Это все приходит позже. Там есть определенные нюансы по этому поводу. Это, опять же, не такой большой заработок, не думайте. Я просто... Многие группы меня сейчас поймут, я не собираюсь озвучивать никакие суммы денег, никакие ценовые расценки, но все очень хорошо знают, сколько стоит записать альбом. И поверьте, чтобы просто окупился этот альбом, надо пахать. Вот так вам скажу. Даже очень хорошо поставленным группам, которые ездят, турят, продают. Не знаю, что вам сказать. А тур это больше заработок или больше пиар на вашем уровне? Нет, больше это все-таки пиар, потому что иногда даже, то есть определенные моменты, когда, извините, не хватает даже поесть. Вы думаете, почему я такая худая? На меня все орут, что ты такая худая? Я вроде не худая. Нет, я шучу на самом деле, просто смех и грех, но это реальность. И до тех пор, пока ты занимаешься этим сам, до тех пор, пока тебя кто-то не заметит и кто-то не возьмет тебя в руки, то надо поесть говна, как говорят. Ну, несмотря на то, что ты уже месяц в туре, ты достаточно хорошо и, главное, бодро выглядишь. Какие у тебя секреты выживания в туре? Честно, самый большой секрет – это надо стараться спать. Постоянно. Хотя это говорит человек, который не может спать в любых условиях. Я, например, в машине практически не могу спать. Хотя мои мальчики все храпят хором. Я не могу спать, вот. Но надо пытаться постоянно спать, отдыхать и питаться, разогревать голос постоянно, быть в форме. И спорт — это тоже очень важный момент, такой маленький. Ну, по крайней мере, это мой секрет, я вам скажу так. Я для себя открыла, что когда я в более-не-менее спортивной форме, в хорошей, то я и дольше могу выдерживать и туры, и нагрузки, и... А в какой форме спорт ты принимаешь? В обычной ничего такого особенного я не делаю, я просто очень люблю... С самого детства, наверное, это у меня заложилось. Я занималась разным спортом. И как-то вот у меня любовь к спорту с самого детства присутствует у меня в крови. И мне как будто не хватает. Вот, если я долго не занимаюсь спортом, у меня будто ломка даже начинается такая странная. Поэтому я люблю просто пойти в зал и сама с собой там что-то Закачаться поделать. хорошенечко. Нет, я, кстати, не сторонник. Не люблю ни мальчиков, ни девочек, которые слишком накачаны. Ну, если говорить о физических... как это выглядит. Но я считаю, что это очень сильно помогает здоровью. Мне кажется, основная угроза уже для каких-то серьезных банд, если они не развалились там на этапе зачатия, это наркотики и алкоголь. У вас в банде есть человек, который вот подойдет и скажет: все, хватит, завтра у нас концерт, давайте остановимся. У нас очень классно в этом плане происходит, потому что, опять же, такой маленький секрет, который на самом деле не секрет, но мало кто об этом знает. У нас нет водителя. И у нас водят мальчики из группы. И у них список, как бы график. Сегодня я, завтра ты, завтра третий там, и так далее, да. То есть и у нас обычно говорит: все, хватит бухать, тот, которому завтра за руль. Потому что он хочет быстрее пойти поспать, и, ну, он более ответственный остается всегда, потому что он, конечно же, не пьет. Но скажу честно, я очень благодарна моим мальчикам, они очень серьезно подходят к вопросу организации, не распускают, не позволяют себе очень многое, как ты можешь себе позволить, например, если ты дома играешь, или, например, если ты играешь в туре. Потому что если ты дома играешь, ты можешь уйти в любой момент домой, тебе на второй день не нужно вставать, ты можешь прийти забрать свои инструменты завтра, потому что ты знаешь этот клуб, правильно? То есть вот так. А когда ты в туре, это же каждый шнурик надо собрать,
Ой, блин, да. Ну, я, наверное, вдалась в детали, меня мальчики будут ругать. Они мне всегда говорят, будь профессиональней, не вдавайся в детали. Ну, на самом деле, профессионализм, он скорее в деталях. Я Да, думаю, да, так. да. Ну, вот так, мы друг другу помогаем, мы друг друга и ругаем, и хвалим, и вот так вот, как я говорила, как в семье. Кто в твоем понимании сильные люди? То есть в общем интересует и конкретно какие-то личности, которые встретились в твоей жизни, знакомые или незнакомые? Сильные люди. Я считаю, что моя мама очень сильный человек. Если говорить именно о личностях определенных, надо знакомиться с людьми очень близко, чтобы понять, насколько он сильный или насколько он слабый, потому что для меня сила — это духовная сила. Ты физически можешь быть самым сильным на свете, но если ты духовно не подготовленный и не можешь выдержать ничего, то грош тебе цена. Вот. А если говорить о определенных людях, я не знаю, для меня мама — эталон силы. Прошла через огонь практически. Вот. И стараюсь брать пример и быть тоже сильной.